Всем привет и добро пожаловать на мою кухню. Спасибо, что заглянули и в этот раз. Друзья, сегодня в это зимнее время мне очень хочется чего-нибудь такого, знаете, тепленького, горяченького, хотя я не люблю супы, но у меня есть определенные рецепты, которые я просто обожаю. И один из них это моя сборная солянка. И вы знаете, я никогда не знала, что она готовится настолько быстро по моему рецепту. И сегодня мы этот рецепт воплотим в жизнь. Главное купить все ингредиенты, а все остальное будет делаться очень и очень быстро. Поверьте мне, пока я там что-то нарезала и выставляла, на это ушло гораздо больше времени, чем на приготовление этой самой сборной солянки. Ну что, друзья, в конце этого видео я обязательно скажу, сколько минут у нас ушло на процесс приготовления, и вы удивитесь, но я вам обещаю, что ваша солянка по моему рецепту будет просто очень и очень вкусная и наваристая. Ну что, начинаем готовить. Для того, чтобы приготовить нашу солянку, нам, конечно же, понадобится кастрюля, 1 большая ложка для вымешивания, маленькое полотенце. Ну и из продуктов 400 грамм свинины на косточке, на которой мы сварили бульон, и вот видите, я это крупно порезала. 300 грамм ветчины копченой, 8 огурчиков соленых, 1 банка помидоров в собственном соку, 2 большие луковицы, которые я порезала полукольцами еще раз, так, то есть они четвертинки. 150 грамм сосисок, 150 грамм оливок зеленых вместе с рассолом, 100 грамм бекона, 100 грамм каперсов, тоже с рассолом, это очень важно, 5 зубчиков чеснока, просто так для аромата, пару перышек укропа, которые мы также будем как бы при подаче украшать нашу тарелочку, маслины 100 грамм, пару долек лимона и, конечно же, сметана, которая, опять же, нам понадобится для того, чтобы красиво все у нас и вкусно было при подаче. Вот такой вот у нас сегодня набор джентльменов. Ну что, а теперь все у нас будет очень и очень быстро. В течение 15 максимум минут мы с вами сделаем нашу вкусную сборную солянку. Бульон у меня получилось где-то 2,5 литра. И он у нас такой, видите, жирненький и наваристый. И теперь мы будем вводить в наш бульон все сначала мясные ингредиенты. Это наша свининка. Теперь колбаска копченая. Сосиски и бекон. Помешаем немножко и доведем до кипения. По сути, у нас же все уже мясные продукты, они вареные, они готовые. Колбаса, ее уже приготовили на мясокомбинате или на фабрике, да. Мяско мы уже отварили с вами, так что здесь все должно быть очень и очень быстро. Буквально, опять же, доводим до кипения и потом будем добавлять остальные компоненты нашей солянки. Запах в нашей кухне уже божественный. Вот наши все мясные компоненты закипают, и сейчас самое время вводить соленость. Сначала мы отправляем оливки. Теперь очередь наших огурчиков соленых. Каперсов с рассолом, ну и, конечно же, маслинок. Теперь все это мариново-соленое должно дать сок и вкус, да, нашей солянки. Поэтому очень важно не солить бульон. Почему? Потому что вот эти все пряности и солености мы получим из оливок, из маслин и из огурчиков. Опять же, дадим закипеть буквально пару минуток
И добавим остальные ингредиенты. Я добавляю помидоры в собственном соку. Они у меня сегодня были немножечко так с чили, поэтому тоже нужно осторожно быть с перчиком. Теперь очередь чесночка. Все это помешаем. И в завершении я даю сырой лук. Заметьте, он не обжаренный, он сырой. И этот лук, он должен быть таким немножко хрустящим, знаете, не вареный лук. А вот именно в этом-то и прелесть, что он будет такой пикантный. Если ваша солянка будет очень густой, то вы можете долить немножко воды. Смотрите, как вы любите. Конечно же, обязательно попробуйте до того, как выключите свое волшебное блюдо. Вот и приготовили мы с вами нашу солянку. Посмотрите, как это чудо все выглядит. Посмотрите, как это все аппетитно. Запах у нас в кухне просто неописуемый. Жалко, что нельзя его передать через камеру. Посмотрите, как все красиво, вкусно и ароматно. Я поставлю сюда свою тарелку, потому что она очень горячая. Вот Феликс к нам пришел на запахи, значит, это первый признак того, что у нас все очень и очень вкусно. Дорогие мои, как я и вам уже сказала, что весь процесс нарезки, он занимает больше времени, чем процесс приготовления. И по секрету я вам скажу, что я делала для нас вот такую вот кастрюлю. И для своего брата я точно так же приготовила. Только, естественно, для брата я не нарезала, не выкладывала. Я просто, да, я нарезала, конечно, но все в одну миску, это все складывала в тарелку в глубокую. И потом делала то же самое, что вы увидите в этом видео. То есть все это собирала, немножко подогревала, кипятила, добавляла какие-то дальше ингредиенты и все. И на моего брата солянку у меня ушло 15 минут. Ну и нарезка, естественно, там 5 минут у меня, может 10 ушло максимум. То есть очень и очень быстрый, простой, вкусный вариант. Не пугайтесь множества всех этих ингредиентов, которые я выставила так красиво для видео, да. Делайте, готовьте, кушайте вкусно, полезно. Это блюдо очень диетическое, и эта наша сборная солянка насыщает как ничто другое. То есть у нас получается здесь и первое, и второе все в одном. Вы представляете, как все здорово, как все быстро, как все вкусно. И поверьте мне, моя солянка у вас скушается очень и очень быстро. И вы будете повторять этот рецепт. Почему? Потому что он очень простой, без всяких заморочек. Все это быстренько, раз, как я люблю. Дорогие мои друзья, спасибо, что вы и в этот раз были вместе со мной. Спасибо за ваши комментарии, спасибо за то, что вас у меня становится все больше и больше. Я вас всех люблю и желаю вам крепкого здоровья, счастья, любви, радости, мира и вкусной жизни. Но помните, что мы едим, чтобы жить, а не живем, чтобы есть. Спасибо за сегодня и до новых встреч, до новых вкусных рецептов. С вами была любящая вас Виктория. Пока!